Уважаемые коллеги, друзья, добрый день. Прежде всего, еще раз сердечно поздравляю вас и всех граждан нашей страны с Днем воссоединения с Россией и ее исторических регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В этой связи, конечно же, хочу вновь особо отметить мужество и решимость наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой, а также самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов, врачей, учителей, строителей, инженеров, рабочих, всех, кто честно выполняет свой долг, порой в очень сложных, опасных условиях, помогает шаг за шагом восстановить, наладить мирную жизнь, созидательную жизнь в Новороссии и Донбассе. Комплексная, масштабная программа их социально-экономического развития – это один из наших общенациональных важнейших приоритетов. В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений. Мы заявили об этом с самого начала, сразу же после освобождения первых районов, городов, сел, делали все возможное, как только обстановка позволяла начать мирные восстановительные работы. И последовательно выполняем намеченные планы. Практически каждую неделю вводятся в строй жилые дома, поликлиники, объекты энергетики, промышленные и аграрные предприятия. Расширяется, получают новые современные возможности сеть музеев и библиотек. Возрождаются исторические мемориалы. Чтобы оценить масштаб реализуемой программы, достаточно сказать, что за период с 2022 года восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3500 километров дорог, и только в сфере образования построено и отремонтировано свыше 1500 объектов. В их числе 776 школ, 633 детских сада и 68 объектов дополнительного образования, 56 среднего профессионального образования, 24 вуза, из них 346 в текущем году. Недавно запущен или уже готов к открытию еще целый ряд социально значимых объектов. Это обновленные школы, вузы, учреждения дополнительного образования в области искусства и спорта. Об их специализации и востребованности я попрошу рассказать в ходе прямых включений из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Со своей стороны хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации каждого из этих значимых проектов, кто восстанавливал и строил здания, оснащал их необходимым оборудованием, благоустраивал прилегающую территорию. Знаю, что работа проведена действительно большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют. Я, конечно, хочу пожелать всем вам трудовых, педагогическим коллективам своих успехов. Ваша работа очень нужна людям, особенно сегодня, когда от социальной сферы так много зависит. Это касается и повышения качества жизни, и в целом обеспечения эффективной, полноценной интеграции Донбасса и Новороссии в единое российское пространство. Образовательное, духовное, культурное, экономическое. Наша общая цель – создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной Родиной. Пожалуйста, давайте начнем. Слово Марату Шахризяновичу Хуснуллину. Прошу вас, Марат Шахризянович. Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению ведется активная работа по восстановлению и развитию новых регионов. Реализуем комплексную программу социально-экономического развития. 41 федеральное министерство, 26 госкомпаний,
82 региона шефа участвуют в реализации ее мероприятий. Сегодня это самый масштабный инфраструктурный проект страны. По вашему поручению продлили программу до 30 года. Регионы шефа уже сформировали, и мы на штабе региональной политики утвердили программы помощи до 30 года. Госкомпании также в соответствии с вашим поручением завершат эту работу. Но и бюджетные средства тоже в рамках нацпроектов, Владимир Владимирович, выделены. Спасибо. В полном объеме мы буквально пообъектово составим в ближайший месяц эту программу и окончательно утвердим. Всего в программе у нас более 300 мероприятий. Согласно этих мероприятиям, мы к 30 году должны выйти на средний российский уровень развития. Мы обеспечим к этому сроку ремонт и строительство порядка 30 тысяч объектов, при том, что за последних 3 года мы 21 тысячу уже привели с 22 года включительно. Значит, активно развивается экономическая активность, деловая активность регионов, перезапускается экономика. И вот такой, знаете, интересный фактор. За 8 месяцев этого года налоговые поступления в региональные бюджеты выросли в 2,5 раза. И мы подошли к тому, что около 50% средств уже дает внебюджетный сектор. Эти все деньги, как подоходный налог, и все остаются внутри региона и позволяют увеличивать дополнительные средства, которые приводят к развитию региона. Это очень хороший показатель, и, конечно, эту тенденцию надо увеличить. Мы здесь очень активно занимаемся с коллегами, занимаемся с ФНСом, чтобы эта работа усилилась. Развивается свободная экономическая зона. Число участников постоянно растет. На текущий момент их уже 197 участников с заявленным объемом инвестиций более 100 миллиардов. Будет 76 тысяч создано рабочих мест. С начала этого года зарегистрировалось 134 компании с объемом инвестиций 62 миллиарда и планируем количеством работников 36 тысяч. В новых регионах последовательно развивается финансовый сектор. Открыто 545 банковских отделений, установлено около 3000 банкоматов, выдано почти 5 миллионов банковских карт. К работе в новых регионах наряду с Промсвязьбанком приступили такие крупные банки, как Сбербанк и ВТБ по вашему поручению. Активно тоже идет разворот. Активно ведется поддержка Минсельхозом аграриев, предоставляет субсидии, продолжается поставка сельхозтехники, в том числе на условиях льготного лизинга. С 2022 года аграрии 4 регионов реализовали около 12 миллионов тонн сельхозпродукции, в том числе в 2024 году уже почти 3. Общая площадь посевных выросла на 205 тысяч га и достигла более 3 миллионов гектаров. Поставлена сельхозтехника 1140 единиц техники. Сев озимых произведен на 1,5 миллиона га. В общем, работа тоже активно ведется. Продолжается поддержка промышленности. За счет средств региональных фондов развития промышленности оказано более 30 предприятиям. Ведется работа по дигитализации данных фондов. Улучшается работа по качеству связи. Построено с 2024 года 4,7 тысяч базовых станций сотовой связи. Их общее количество теперь 13,6. Планируем, что 87% территории будет охвачено хорошей связью. По вашему поручению, Владимир Владимирович, на прошлой неделе мы с губернаторами провели штабы, где с каждой командой, по каждому министерству, ведомству, по каждому блоку обсудили, как будем реализовывать все нацпроекты, какие источники финансирования есть, какие еще нужно отработать. И обсудили очень подробно нацпроект инфраструктуры для жизни, в котором включены все мероприятия на улучшение жизни каждого человека. Это и жилищные условия, и общественный транспорт, и дороги, и строительство социальной инфраструктуры. Отобран и согласован с регионами перечень опорных населенных пунктов. Их у нас определено 98, это основные точки роста. Сегодня, кстати, мы с утра на рабочей группе Госсовета эти опорные пункты все утвердили. Активно занимаемся вопросом восстановления строительства жилья. Из позитивно могу отметить, что вот 28 разрешений на строительство у нас действует уже в целях строительства коммерческого. И буквально вот в рамках поездки мы здесь с Владимиром Пушилиным вручили первые разрешения на строительство в Донецке, которые ни разу не выдавалось в течение последних 10 лет. Всего задача в ближайшие годы построить более 3 миллионов квадратного метра жилья. Для этого формируем банк земельных участков к вовлечению в жилищное строительство.
И на сегодняшний день уже почти 350 участков есть с потенциалом порядка 12 миллионов квадратных метров. Активно развивается льготная ипотека. Мы ее выдаем как и на первичный рынок, но так как предложений пока мало, объем ее не очень большой. Но эта ипотека также позволяет покупать жилье на вторичном рынке для работников социальных учреждений новых регионов, участников, ветеранов СВО, а также сотрудникам правоохранительных органов. Пока выдано только 727 кредитов, но предложение жилья как будет, я думаю, что эта ипотека, эта программа наберет огромный рост и будет таким прямо драйвером развития региона. Мы организовали большую работу с Росреестром, налоговой службой, с Росимуществом, с региональными командами по сплошной инвентаризации и постановке на учет всех объектов, находящихся на территории новых регионов. Для этого выделили Росреестру дополнительные ресурсы. Эта работа позволит нам и увеличивать кредитные портфели, позволит нам и, значит, повышать, получать кредиты, и работать по привлечению инвесторов. Думаю, что к концу года мы закончим разграничение полностью по федеральной собственности. К половине следующего года мы должны закончить эту работу по региональным муниципальным органам собственности. Значит, ведется работа по модернизации коммунальной инфраструктуры, запускается программа капитального ремонта многоквартирных домов, созданы фонды капитального ремонта. По линии энергетики в 2024 году выполнили ремонтно-восстановительные работы на 2 блоках Зуевской и Старобежской ТЭЦ, завершен ремонт 3 энергоблоков Луганской ТЭЦ. Большой объем работ ведется по восстановлению и ремонту газовой инфраструктуры. По дорогам, Владимир Владимирович, составили программу на 8 тысяч километров дорог. Понимаем, что до 30 года наш проект по дорогам будет выполнен. Для этого все ресурсы у нас есть. Активно ведется работа по поставке техники и оборудования, почти 6 тысяч единиц поставлено. Поставлено 398 единиц общественного транспорта, поставлено 110 автомобилей скорой помощи. Сегодня мы открываем ряд объектов, мы их все буквально посетили на прошлой неделе вместе с руководителем региона, все в хорошем состоянии, но у нас каждую неделю, Владимир Ильич, есть какие-то новые объекты. Я думаю, что вот сегодня вы увидите, многие из них очень высокого уровня, очень качественно сделаны, и жители их очень ждут, конечно, и они очень востребованы. Всего у нас более 2200 объектов сейчас сформировано по различным блокам. Мы с Министерством образования, с Министерством просвещения, с Министерством здравоохранения, Минспортом составили программы на ближайших 3 года, где предусмотрели средства и федерального, и регионального бюджета для выполнения этих задач. Владимир Ильич, вот хочу вам сказать огромное спасибо за то внимание, которое вы оказываете развитию новых регионов. Без этой помощи мы, конечно, не смогли бы достигнуть этих результатов. И сегодня я хочу отметить, что работа идет очень активными темпами. Не все может получаться как хочется, но работа идет точно. Много тысяч строителей работает, десятки тысяч строителей. Очень активно регионы сами включились в эту работу. Вот каждый раз, каждый месяц мы видим такие значительные изменения. Последний раз, вот, возвращаясь с командировки, впервые посмотрел на Мариуполь с ночью. Вы знаете, город прекрасно выглядит, как современный европейский такой город, освещенный, хотя работы там еще, как я сказал, много. Я думаю, что вот так шаг за шагом, команда в рабочей группе со всеми министерствами, ведомствами, я думаю, мы поставленную перед вами задачу выполним. Спасибо за внимание. Хорошо, спасибо вам. Давайте как раз и посмотрим Центральную школу искусств в Мариуполе. Анна Владимировна, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, благодарим вас за возрождение и развитие культуры Мариуполя, за чуткое внимание к подрастающему поколению горожан. От лица всех преподавателей, родителей, учащихся выражаем вам благодарность за восстановление здания Центральной детской школы искусств города Мариуполя. И сегодня, в этот знаменательный день, день открытия обновленной школы, хочется вас заверить, что весь педагогический коллектив еще с большим интересом будет заниматься над развитием детского поколения юных музыкантов, художников, инструменталистов, вокалистов и хореографов. Спасибо вам. Анна Владимировна, я так понимаю, что вы сейчас и перечислили все эти направления, да, которые у вас представлены в школе? Хореография, Да. Музыка. Да, хореография, художники, музыканты. Мы еще в этом году открыли театральное отделение. Ага.
Ну, вокруг вас стоят как раз те, кто занимаются в школе. Может быть, предоставите слово кому-то из них, кто-то сможет оценить то, в каких условиях им сейчас можно будет заниматься. Олег, давай. Школу сделали довольно красивой. Поначалу не скажешь, что она похожа на школу, ведь по виду, если смотреть с улицы, то она подходит под описание консерватории, а то и университета. Классы сделаны в современном виде, поставлены новые инструменты, идет больше набор учеников, больше направлений и места для развития. Я считаю, что из школы выпустится много хороших музыкантов, хороших хореографов, вокалистов. И, как сказали, открыли театральное отделение. Я думаю, что и актеров выпустится довольно много. Спасибо. Уверен, так и будет. Денис Владимирович, добавите что-нибудь? Да, уважаемый Владимир Владимирович, тут стоит только в очередной раз поблагодарить всех тех, кто с особым вниманием, чуткостью подходят к восстановлению наших городов, наших районов, потому что это сигнал просто абсолютно правильный, человеческий. Вот, что такое Россия для нас и что такое мы вот, в составе вновь большой страны. Когда плечом к плечу многие люди со всех уголков нашей страны. И здесь, безусловно, лично вам, Владимир Владимирович, большие слова благодарности от всех наших жителей, от меня лично, потому что я-то знаю, сколько внимания вы этому уделяете. Правительству, да и всем регионам шефам, потому что как к своему относиться, а где-то порой, давайте смотреть правде в глаза, отрывая от себя и давая вот нашим регионам, нашим городам, нашим районам, это большое значение имеет. Вот регионный шеф, вот один из губернаторов, бывших, уже целый министр спорта, Михаил Владимирович Дегтярев, да, вот школу, которую сегодня открываем, тоже это как раз принималось решение для Дебальцева, очень значимое событие, ну, для всех нас. Поэтому спасибо, будем развиваться, мы точно не подведем по многим моментам, о которых вот Марат Шахриянович упоминал, по национальным проектам, мы еще учимся. Их очень много, они все важны, все значимы, но мы справимся, обещаю вам это. Я не сомневаюсь, Денис Владимирович, что вы считаете наиболее приоритетным из вот этой социальной сферы, на что вы полагаете нужно обратить особое внимание и какая в этом отношении нужна была бы поддержка со стороны федерального центра, со стороны Москвы, имея в виду какие-то, может, конкретные объекты, которые нужно или вновь возводить, либо привести в надлежащее состояние сегодня в республике? Владимир Владимирович, здесь во многом-то мы приоритеты расставляем совместно, когда составляем программы, но все же мы видим сейчас запрос у молодого поколения все-таки на спорт, на здоровый образ жизни. Это действительно запрос, это не то, что мы заставляем, это очень важно, потому что можно говорить очень много, но когда мы видим действительно, когда молодые ребята очень радостно воспринимают и говорят, что должно быть больше спортивных площадок, должно быть больше таких объектов, доступных объектов, а их у нас действительно появляется больше, но запрос пока еще не удовлетворен. По нашим городам, по нашим районам, для массовых видов спорта, конечно же, просили бы, если это возможно, все-таки увеличить внимание в этом направлении. Хорошо, понял. Спасибо. И министр нас слышит, он на связи. Поработаем над этим отдельно. Министр спорта, имею в виду. Уважаемый Владимир Владимирович, от имени всех курсантов Азовского морского института, филиала Севастопольского государственного университета, хочу выразить благодарность за создание увлекательной и вдохновляющей учебной среды, где каждый из нас может раскрыть свой потенциал. Мы гордимся тем, что являемся частью нашего института, и надеемся, что уже в ближайшем будущем оправдаем все ваши ожидания, ожидания наших преподавателей, наставников и родителей. Спасибо. А вы в самом-то Севастопольском государственном университете, филиалом которого вы стали, вы там бываете? Или преподаватели оттуда приезжают? Как организована работа? Мы приезжаем туда на сессии, сдаем предметы, которым мы обучаемся тут. Грамотные преподаватели. А чего не хватает?
Всего Вот в этом хватает. процессе. Благодаря вам. Но все Благодаря достаточно вам у нас лезть. есть нужное оборудование. Ну, вы же занимаетесь. Вы на каком курсе учитесь? Второй курс. Судовождение. Второй курс. Да, и этого то, как организован учебный процесс, он в принципе вас устраивает, он комфортен вполне, да? Или все-таки есть какие-то вещи, на которые вы сами обращаете внимание, и хотели бы обратить внимание ваших преподавателей, организаторов этого процесса, ну и мое, естественно. Ну, я бы не сказал, учебный процесс налажен отлично. Мы Всё нормально, учимся да? уже по нему второй год и довольно хорошо к нему приспособились. Да. Кем вы хотите быть потом после окончания? В будущем я представляю себя капитаном дальнего плавания. Понятно. Хочу пожелать вам успехов. Всего доброго. Благодарю. Да. Давайте переедем в Луганскую Народную Республику. Леонид Иванович. Да, добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Разрешите в первую очередь поздравить вас и весь наш народ, весь народ России с праздником, с Днем Воссоединения. Я уверен, что в единстве наша сила, и поэтому я уверен также в том, что этот праздник, он знаменателен и имеет знаковое значение не только для жителей Луганщины, в общем-то, всего Донбасса, но и для всей страны. Я хочу вам сказать слова огромной благодарности за те решения, которые вы принимаете и которые позволили 2 года назад нам реализовать свою мечту и стать частью России, вернуться домой, вернуться на свою историческую родину. В свете этого я хотел бы поздравить весь наш народ и пожелать всем нам единства, сплоченности, терпения и скорейшей победы. Ну, а что касается строительства, то за 2 года, в общем-то, нахождения в составе Российской Федерации, благодаря помощи регионов, шефов, благодаря постоянному вашему вниманию к этому процессу, у нас планово, поэтапно идет восстановление инфраструктуры и экономики нашей республики. Но вместе с этим мы считаем очень важным, приоритетным вопросом, это, конечно же, воспитание нашей молодежи. Мы считаем, что наша молодежь должна быть в первую очередь честной, образованной, грамотной, смелой, патриотичной, которая готова встать на защиту нашей Родины в любое время, в любом месте. А для этого, конечно же, они должны получить все достойные условия для обучения и воспитания. И поэтому вот сегодня мы открываем 4 практически заведения учебных, которые расположены на территории республики. Детская спортивная школа номер 1 в городе Алчевске, в общем-то, которая восстановлена силами единого заказчика, и она позволит более чем 400 ребятам, учащимся, заниматься здесь различными видами спорта. Также у нас, в общем-то, сегодня открывается учебно-воспитательный комплекс в городе Антраците, который также восстановлен в рамках государственной программы «Модернизация школьной системы обучения», и работы выполнены специалистами из Калмыкии, за что слова огромной благодарности. И 2 объекта мы открываем в городе Северодонецке, но с учетом того, что город Северодонецк имеет такое определенное расположение, близкое к линии боевого соприкосновения, то открытие каждого объекта в Северодонецке для нас это маленькая победа, практически как победа на фронте. Поэтому там мы, одержав условно 2 победы, мы открываем детский ясли-сад номер 42 на 280 воспитанников, и также колледж производственно-технологического и бытового хозяйства. Но я считаю, это очень знаковое мероприятие. Уверен, что все вместе мы выполним поставленные задачи, будем воспитывать нашу молодежь в том направлении, о котором я сказал. И, конечно же, слова огромной благодарности нашим регионам, шефам, которые помогают нам в восстановлении инфраструктуры, экономики республики. Ну и, конечно же, вам, уважаемый Владимир Владимирович, за постоянное ваше внимание к проблемам нашего региона. Я хочу вас заверить,
что мы не подведем, поддержим любое ваше решение и выполним любую поставленную вами задачу. Еще раз большое спасибо и с праздником. Спасибо. Леонид Иванович, кому хотели бы слово предоставить из тех коллег, которые рядом с вами? Ну, руководителю, конечно же, спортивной школы, пожалуйста. Пожалуйста, Елизавета Витальевна. Уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь позвольте выразить огромную благодарность от всего педагогического коллектива, детей и родителей. Здание нашей школы было построено в 1985 году, но, к сожалению, со дня открытия школа ремонта такого масштаба не видела. Тренировочные спортивные залы не позволяли полноценно проводить учебно-тренировочный процесс, не соответствуя санитарным нормам и требованиям. В нашей школе были выпущены мастера спорта по спортивной гимнастике, боксу, баскетболу, волейболу, настольному теннису и борьбе дзюдо. Сейчас на постоянной основе наши спортсмены выезжают на официальные соревнования на другие территории Российской Федерации. На сегодняшний день школа полностью оснащена новым спортивным оборудованием и инвентарем. Дети могут полноценно заниматься на учебно-тренировочных занятиях. Спорт объединяет, дает возможность найти новых друзей, мотивацию стремиться к олимпийским и мировым рекордам. Огромное спасибо. Да. Елизавета Витальевна, а сколько у вас занимается спортсменов-то? На данный момент около 400 спортсменов, но мы продолжаем набирать детей в группы начальной подготовки. Соответственно, число занимающихся увеличится. И какие возраста? Мы принимаем деток от 5 лет спортивной гимнастики и до выпускного класса 17-летних юношей и девушек выпускаем. Здорово. А вот транспортная доступность там у вас как выглядит? Ну, проводятся у нас соревнования зачастую в Луганске, именно в городе Луганске. Мы выделяют нам автобус, мы детей привозим на автобусе, соответственно, проводим соревнования и обратно возвращаемся по городам. Но благодаря отремонтированной школе, на базе нашей школы теперь мы сможем принимать первенство Луганской Народной Республики по таким видам спорта, как баскетбол, волейбол, бокс и настольный теннис. Леонид Иванович, нужно, чтобы ребятишки, особенно маленькие совсем, да, чтобы организована была работа транспорта соответствующим образом, чтобы они могли комфортно добираться до спортшколы. Да, Владимир Владимирович, но немножко руководитель растерялась. Значит, безусловно, сюда есть соответствующие маршрутные такси, которые осуществляют подвозку. Ну и дальше мы доработаем этот вопрос, чтобы он был исполнен в самом высоком качестве того понимания, о котором вы говорите, и чтобы детишки имели возможность добираться без труда для занятий спортом и в вечернее время, безусловно, добираться домой. Хорошо, спасибо. И Северодонецкий колледж промышленно-строительных бытовых технологий. Да? Пожалуйста. Уважаемый Владимир Татьяна Владимирович, Алексеевна. одной из важнейших задач государства является подготовка рабочих кадров для нашей страны. Мы, жители Луганской Народной Республики, как никто это понимает. Наше учебное заведение существует уже много десятков лет. Но в 1922 году во время боевых действий оно было полностью разрушено. Вся инфраструктура, все учебные корпуса и общежития. Но после восстановительных работ в 2024 году, в сентябре месяце, наши дети пошли в это учебное заведение, в новое, отремонтированное, распахнуло двери нам государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Луганской Народной Республики, Северодонецкий колледж промышленно-строительных и бытовых технологий. В нашем учебном заведении обучается 214 детей на данный момент. Из них 120 – это первый курс. Ремонты проводились, можно сказать, капитальный ремонт с нуля произошел. Нам восстановили полностью кровлю, водоснабжение, водоотвод, вентиляцию, отделку внутри и снаружи помещений, и благоустройство территории нам сделали. Дети очень довольны, обучаться
если это так можно назвать, обучаться, потому что у нас консультативные занятия, мы находимся в зоне боевых действий, и дети не могут посещать в полной мере учебное заведение. Но дети очень довольны, что у нас чистые, теплые, светлые классы, и мы от всей души вас благодарим. Хотим вам сказать огромное спасибо, что наши дети в такой трудный момент в нашей стране могут получать образование в чистых, теплых, светлых кабинетах. Татьяна Алексеевна, вы сказали про общежитие. А оно функционирует сейчас? Нет, не функционирует. У нас дети приезжают на консультации. То есть общежития нет? Дети в общежитии не живут. Ага. А оно просто не готово? Нет, оно готово. Так как мы находимся в зоне боевых действий, Понятно. поселять детей в общежитие нам не разрешают. Дети приезжают на консультации, к нам получают консультации. Но общежитие в принципе есть. Оно готово, завезена мебель, постельная полностью, все, заезжаем и живем. Я понял. Значит, у меня еще один вопрос. Оборудование самого колледжа, оно Оборудование в каком состоянии? поступает. Поступает оборудование, ждем, вот нам должен кабинет химии и физики подойти. У нас шикарный спортивный зал. Оборудование пришло на спортивный зал, шикарный зал. И кабинеты, оборудование, вот только 2 кабинета ждем. То есть оборудование для учебного процесса поступает пока, да? Да, поступает. Леонид Иванович, я так исхожу из того, что здесь проблем никаких с укомплектованием оборудованием этого учебного заведения не будет. Владимир Владимирович, оборудование поступает, все учебные заведения, которые восстанавливаются, реставрируются, ремонтируются, впоследствии, в общем-то, оснащаются самым новым передовым учебным оборудованием абсолютно всех школ, учебных заведений и так далее. Поэтому я уверен, что здесь проблем не будет. Хорошо, ладно, спасибо. Всем самого доброго, успехов. Давайте переберемся в Запорожскую область. Пожалуйста, Евгений Витальевич. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Хотел бы от лица всех запорожцев поблагодарить вас с вашим решением, с волевым, ответственным, после чего Запорожская область вернулась к себе домой, вернулась на родину. Я сегодня много встречался, и сегодня в нашем городе, в нашей области проводится ряд мероприятий, которые направлены, торжественных мероприятий, открытые уроки в школах. И общаясь с людьми, все очень просили передать слова этой огромной благодарности лично вам, правительству Российской Федерации. Всем ответственным людям, которые, понимая, что мы жили хотя и на родине, но мы жили не в Отечестве. Это близкие понятия, родные понятия, но они разные. Жить на родине можно и при враге, а вот Отечество – это то, как ты живешь. Живешь ли ты по заветам своих отцов? Это ли тебе завещали твои отцы? Это ли ты должен нести своим детям? И вот старшеклассники, я думаю, меня трудно чем-то удивить. Именно старшеклассники передавали вот эту разницу и слова огромной благодарности вам, Владимир Владимирович. Мы осознаем, какой великий шаг сделан в интересах народа, живущего в Запорожской области. И сегодня с большим удовольствием, с гордостью в сердце мы открываем очередной объект, который выполнен по вашему поручению, по поручению нашего правительства. И детвора, которая сегодня будет здесь заниматься, они осознают, что такое Отечество. Потому что именно нам, наши отцы, завещали жить в том, чтобы мы развивались, чтобы мы укрепляли спортом свои тела, чтобы мы укрепляли свою землю теми заветами, которые в свое время нам передавали наши отцы и деды. И с вашего позволения, Владимир Владимирович, я с удовольствием передаю слово директору школы Андрею Анатольевичу. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, от всего коллектива спортивной школы номер 1, от спортивной школы города Токмак и от родителей наших воспитанников хотел бы вам выразить искреннюю благодарность за ваше внимание, за вашу поддержку, которую вы оказываете в целом спорту, за помощь в восстановлении нашей спортивной школы, за помощь в восстановлении спортивной школы города Токмака, которая годом ранее пострадала от ракетного удара.
У нас раньше были плохо укомплектованы спортивные залы. Не хватало спортивного оборудования, тренажеров. Разруха была помещений и ближайшей территории вокруг спортивной школы. Но это было ранее, слава богу. Сейчас, благодаря Министерству спорта Российской Федерации, а также вашей огромной поддержке, мы имеем все комфортные условия для занятий спортом, для проведения тренировок. Можно сказать, вы дали новую жизнь нашей школе. Дети сейчас с удовольствием ходят, занимаются, оттачивают свое мастерство. Мы со своей стороны уже можем проводить спортивные мероприятия, культурные мероприятия. Наши молодые дарования уже выступают на всероссийских чемпионатах и занимают призовые места, чем нас очень радует. Я уверен, что наша школа может дать хороший старт спортсменам для большого спорта и для большой жизни. И я верю в то, что эта школа станет домом для новых чемпионов, которые будут с гордостью представлять нашу страну и подавать тем самым правильный пример подрастающему поколению. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович. Андрей Анатольевич, что являются приоритетными направлениями у вас в вашей школе спортивной? В моей школе приоритетными это у нас есть бокс, кикбоксинг, футбол. Это приоритетные направления. Владимир Владимирович, простите, что перебил, просто я в эту школу со 2 класса ходил, занимался волейболом, и я бы не согласился с директором, потому что волейбол здесь всегда был, и даже олимпийские чемпионы были выходцы из этой школы. Спасибо. Здорово, отлично. Михаил Владимирович, я сейчас обращаюсь к министру спорта, к Дегтяреву Михаилу Владимировичу. Что вы планируете в ближайшее время на вот этих территориях делать и какие приоритеты вы считаете здесь нужно реализовывать? Имея в виду, что вот Денис Владимирович как раз и сказал, что спортивное направление он считает одним из наиболее приоритетных, во всяком случае, в Донецкой республике. Уважаемый Владимир Владимирович, большое спасибо. Докладываю, в этом году на спортивную инфраструктуру и оснащение 1 миллиард рублей из федерального бюджета выделен. Мы построим 11 факотов, это физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, отремонтируем 5 объектов капитально. Но уже на следующий год у нас с ростом заложено средства 2,4 миллиарда рублей по вашему поручению, почти в 2,5 раза. Кроме федерального бюджета в восстановлении участвуют, как коллеги сказали, регионы-шефы. У многих из них в приоритете уже стоят спортивные объекты. Им большое спасибо. Вот в частности, директор из спортшколы в Токмаке выступал. Там Пензенская область помогла рублем. Третий источник – это ваш, Владимир Владимирович, фонд, президентский фонд культурных инициатив. Только в этом году 856 миллионов на это в виде пожертвований ушло. На эти средства мы капитально отремонтировали 2 спортивных объекта, отремонтировали еще 11 и создали 16 открытых площадок, в том числе для сдачи и подготовки комплекса ГТО. Дополнительно, внебюджетный, это уже третий источник, мы тоже подключаем. Через фонд «Наш спорт» мы отремонтировали 11 объектов во всех 4 наших исторических регионах, 9 плоскостных, оснастили оборудованием 73 спортивных учреждения. Поэтому мы, Владимир Владимирович, здесь со всего мира собираем, регионы активно помогают в едином порыве нашим друзьям. И основное направление, конечно, детско-юношеский спорт. Вот в частности, коллеги не сказали, в спортивной школе номер 1 в Мелитополе, там 650 спортсменов юных будет заниматься и уже занимается. Поэтому основной курс именно на это. И все, кто занимаются в детско-юношеских школах и в ДНР, и в Луганской Народной Республике, и в Запорожской и Херсонской областях, получают возможность участвовать и в региональных, и в всероссийских соревнованиях и показывают хорошие результаты.
Доклад окончен. Вам большое спасибо, Владимир Владимирович, за неизменную поддержку отрасли физкультуры и спорта. Хорошо, спасибо. Мы вот только что были в Центральной школе искусств в Мариуполе. Ольга Борисовна, у нас в целом по территориям, по линии вашего министерства, какие планы? Владимир Владимирович, действительно сейчас для нас оснащение детских школ искусств – это одно из приоритетных направлений в работе с молодежью. Сейчас уже инструменты музыкальные и вообще в целом оборудование получили 104 детские школы искусств из 153 действующих. Мы продолжим эту работу, и 14 образовательных организаций получат оборудование и музыкальные инструменты в ДНР, 16 в Луганской Народной Республике, 6 в Запорожской, и началась эта работа в Херсонской также. Но мне кажется, важно упомянуть в рамках реализации национального проекта «Культура» еще ряд социальных объектов, очень важных и для молодежи, и вообще для всех поколений. Это работа в муниципальных библиотеках, 24 уже оснащено, и по 400 тысяч экземпляров книг в год мы поставляем вместе с нашими коллегами из Минцифры и Фонда президентских культурных инициатив. Мы их модернизируем, оснащаем заново. Мы говорили о том, что тоже, если говорить про детей, с 2 кинотеатров начиналась наша работа по кинофикации новых регионов, и в конце 2024 года мы надеемся, что их уже будет 65, где идет современный наш репертуар и те классические фильмы, которые с удовольствием местные жители смотрят вместе с нами. А также, конечно, это оснащение музеев. 77 музеев. Очень важно, что в каждом из них был детский центр. Мы также планируем эту работу, ведем с 2023 года. До конца этого года планируем завершить. Ну и, конечно, маленькие, небольшие передвижные автоклубы, которые дают возможность небольшим коллективом путешествовать с гастролями в разных регионах и принимать гостей. Это 56 автоклубов, а также активно работа ведется в 70 домах культуры и с ремонтами, и с оснащением современной техникой и аппаратурой, что позволяет в том числе и ребятам, и представителям старшего поколения приходить и общаться друг с другом в привычном формате. Хорошо, ладно, спасибо. Ольга Борисовна упомянула Херсонскую область. Давайте туда и перейдем. Владимир Васильевич, пожалуйста. Добрый день. Я присоединюсь сейчас ко всему тому, что сказали мои коллеги. Вот у нас тоже в Геническе идет много культурно-массовых таких мероприятий. И вот многонациональный такой край, видно, что люди просто радуются. И это как раз 2 года показали, что люди сейчас абсолютно свободны. Вот благодаря тому решению, которое было принято и начато освобождение нашей территории, людей уберегли от рабства, которое было уготовано им со стороны киевского режима. Рабство – это, конечно же, невозможность сказать то, что они думают, не то, что сказать, даже думать запрещали. Сейчас все совершенно по-другому. Люди абсолютно свободны, развивается бизнес, развиваются направление образования, здравоохранения, строятся дороги. То есть мы убедились в том, что большая, очень мощная и великая наша любимая Родина все время сейчас, несмотря на то, что продолжается СВО, обращает все больше и больше внимания на мирное развитие. И это вот видно сейчас, Владимир Владимирович, потому как мы сейчас находимся возле отремонтированного уже, отреставрированного здания Херсонского технического университета. Я просто удивился, мне вот ректор говорит, 6661 студент учится. Правда, далеко не все учатся на очном, потому что возможности нет такой. И всего 135 преподавателей, но я думаю, она сама расскажет об этом. Но сам факт, что люди хотят учиться. И нужно, вот Марат Шахерзянович был недавно здесь, тоже мы убедились в том, что нам нужны спортивных профессий больше, учебных образовательных учреждений, потому что не хватает специалистов, строительных специальностей не хватает, обычных штукатуров, маляров, механизаторов, техники, их всех нужно учить. И я присоединюсь вот к тому, что сказал Денис Владимирович, коллега мой,
Действительно, вот направление спорта – это очень важное направление, потому что молодежь, вот мы даже проезжаем, когда по населенным пунктам, играют в волейбол, играют в футбол. Вот это все то, что нужно сейчас. И сразу, если можно, обращусь с просьбой. У нас наши команды все, Крымская, Крым у нас, и 4 наших новых субъекта пока что не принимают участие в общероссийских соревнованиях по футболу, именно к футболу обращаются. Почему-то там действует, ну, очевидно, там есть какие-то правила, но если можно, уже обратить на это внимание и дать возможность нашим футболистам тоже участвовать во всероссийских соревнованиях по футболу. Вот. Поэтому, Владимир Владимирович, огромнейшее спасибо. Все то, что происходит, ну, не может не радовать. И несмотря на напряженность, которая присутствует, все-таки военное положение, люди возвращаются. И это такой положительный фактор. Возвращаются люди, мы видим это по увеличению детей, которые в школы начинают ходить. Видим, что нужно восстанавливать те школы, которые стояли. Мы вынуждены были открывать школы, которые ездили с соседних населенных пунктов. Сейчас их не хватает, нужно открывать еще школы. Ну и, конечно же, нужно создавать условия для учителей, которые приезжают, для тех людей, которые хотят работать на нашей территории. Ну, думаю, Владимир Владимирович, добавит ректор Галина Александровна, потому что я уже много говорю. Спасибо. Да, пожалуйста, Галина Александровна. Приветствую вас, Владимир Владимирович, из стен отремонтированного корпуса Херсонского технического университета. В этом году нашему университету исполняется 65 лет со дня основания. И мы рады приветствовать вас в отремонтированном, комфортном и красивом здании нашего вуза. При поддержке правительства России, Миноборнауки России и Херсонской области в очень сжатые сроки был осуществлен капитальный ремонт нашего корпуса. Ремонт начался в феврале 2024 года, и мы успели начать новый учебный год вместе со всеми вузами страны. Отремонтировано практически все, начиная от кровли до модернизации здания. Произведено полное оснащение учебных кабинетов, лабораторий, помещений. Следует отметить, что основные наши корпуса и общежития находятся сейчас в оккупированном Херсоне. Для нас этот корпус является как сердцем нашего университета, которое может биться ритмично и теперь работать уже в полную силу. Вместе с тем мы понимаем полную ответственность того, какая задача на нас возложена. Это прежде всего осуществление стремительного социально-экономического развития Херсонской области и выхода нашей области в разряд опорных регионов нашей страны. Без квалифицированных кадров, особенно технических специальностей, осуществить такую стратегическую, вместе с тем очень важную для людей задачу очень сложно. Но тем не менее, при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации у нас намечена программа дальнейшего развития учебной базы университета, а также модернизации и оснащения корпусов. Мы верим в то, что наш университет ждет светлое будущее, и мы станем главным техническим вузом нашей страны. Низкий поклон вам, Владимир Владимирович, от всей команды нашего вуза. Это преподаватели, студенты и ветераны нашего университета с большой историей. Мы уверены, что Херсонский технический университет ждет великое будущее, и все только начинается. Благодарим вас. Спасибо. Галина Александровна, думаю, что так оно и будет. Уверен даже в этом. Я вас поздравляю с новыми возможностями наладить по-современному учебный процесс. Еще раз хочу вернуться к оборудованию. Надеюсь, что это вопрос, который будет, безусловно, решен. Прошу Владимира Васильевича обратить на это внимание. Пожалуйста, так, Валерий Николаевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Я хочу прежде всего поблагодарить за возможность выступить. Что касается развития науки и высшего образования в 4 новых субъектах, то мы здесь системно работаем и вместе со строителями.
Первая основная задача в части высшего образования – это дать возможность получать доступное и качественное высшее образование. За доступность у нас отвечают бюджетные места, и мы даем такое количество, в общем, которое необходимо. Что касается качества, то это интегральный показатель, он много от чего зависит. И мы, собственно, по всем направлениям двигаемся, чтобы это качество обеспечить. Первое. Мы каждый год обновляем материально-техническую базу наших университетов. В прошлом году, к 1 сентября, совместно с Маратом Шакирзяновичем и с главой Донецкой Народной Республики открывали 2 университета в Мариуполе. Мариупольский государственный университет имени Куинджи и Приазовский государственный технический университеты. Они в прошлом году еще были приведены в должное состояние. Кстати сказать, в Мариупольском государственном университете, Владимир Владимирович, по вашему поручению, буквально в конце прошлой недели проведен большой международный форум по социально-гуманитарной проблематике. Мы выбрали тему «История Новороссии», и это первый такой опыт организации масштабного мероприятия. Это стало возможно благодаря тому, что там хорошая материально-техническая база. Далее, начиная с этого года, спасибо Марату Шакирзяновичу за поддержку строителям, публично-правовой компании «Единый заказчик». Мы обследовали все без исключения объекты высшего образования, составили перечень на 3-летку. Все это обеспечено финансированием по 12 миллиардов в год на ближайшие 3 года. И, конечно, наша задача двигаться также динамично с тем, чтобы до 2026 года основную часть необходимых объектов привести в порядок. Оборудование, как уже коллеги говорили из Херсона, мы не просто стены, фасады, инженерные системы, крыши приводим в порядок, но и, конечно, большое внимание уделяем оборудованию. В прошлом году, благодаря вашей поддержке, мы приобрели 43 лаборатории с самым современным учебным оборудованием по естественно-научным дисциплинам, математике и для подготовки педагогов. В самые разные университеты, у нас их всего 32 на новых территориях, все это дело разместили. Ну и в дополнение хотел бы сказать, что в прошлом году мы открыли Азово-Черноморский математический центр распределенный. Это опыт создания такого рода математических центров для повышения качества математического образования и привлечения детей, привлечения внимания, профориентации. Он себя хорошо зарекомендовал во многих регионах. Мы пошли на это решение и в новых субъектах Российской Федерации. У нас есть отдельная большая программа по повышению квалификации коллег-преподавателей. Мы организовали ее в Ростове-на-Дону на базе Донского государственного технического университета. Кстати сказать, сегодня звучал вопрос про транспортную связанность, про мобильность для студентов. Мы еще в прошлом году, до 1 сентября, всем университетам купили и передали соответствующие автобусы, для того, чтобы студенты могли ездить друг к другу на разного рода мероприятия. Ну и в завершении я бы отдельно хотел упомянуть о проекте, которому уже 3 года. Он ориентирован на школьников, ну и отчасти на студентов. Это проект «Университетские смены». Больше 10 тысяч ребятишек из новых регионов, я, Владимир Владимирович, вам рассказывал как-то об этом, приезжают в российские университеты, мы готовим для них программы. Это и спортивный модуль, это и культурный модуль, это, что очень важно, профориентационный модуль. Ребята могут определиться. Ну и, конечно, знакомство с городом, с университетом. Потом возвращаются к себе с горящими глазами. Мы продолжим эту работу на системной основе. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, что хотел бы сказать в завершении. Разумеется, говорил уже об этом не один раз, самой основной задачей для всех нас является создание благоприятных условий развития этих территорий с точки зрения обеспечения безопасности людей. Это задача номер 1. Но мы не будем откладывать на потом решение экономических и социальных вопросов. Будем делать это прямо сейчас. Будем заниматься этим сейчас, имея в виду, что люди, которые проживают на этих территориях, нуждаются в этом не потом, а именно вот сейчас. Поэтому я уверен, что все задачи, которые мы поставили перед собой в этой сфере, безусловно, будут также решены, как и будут решены вопросы обеспечения безопасности. Я еще раз всех
наших граждан, проживающих на территории Донбасса, Новороссии, да и всех граждан страны поздравляю с Днем воссоединения Новороссии и Донбасса с Российской Федерацией. Желаю вам всем всего самого доброго и хочу вас, прежде всего сейчас обращаюсь к участникам нашего мероприятия, хочу вас поблагодарить за то, что вы все вместе делаете для возрождения и Новороссии, и Донбасса. Желаю всего самого доброго. Поздравляю с праздником.